Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить невероятно вкусный шоколадный торт. Готовится торт легко и просто, духовка и миксер нам сегодня не потребуется. На данный момент из шоколадных тортов, приготовленных на сковороде, он занимает первое место по вкусу в моем списке. Давайте приготовим. Подготовим сухую смесь. В чашу сразу просеем 220 граммов или 11 столовых ложек без верха пшеничной муки. 40 граммов или 4 столовые ложки без верха какао. Добавим щепотку соли. Перемешаем до однородного состояния. В кастрюле на маленьком огне растопим 120 граммов сливочного масла. В растопленное сливочное масло высыпаем 150 граммов или 7,5 столовых ложек без верха сахара. Перемешивая, нагреваем на маленьком огне. Надо, чтобы сахар полностью растворился. Когда сахар растворится, доводим массу до кипения. Когда масса закипит, добавляем 7 грамм или 1 полную чайную ложку соды. Перемешиваем, сода сразу начинает гаситься, и масса светлеет и увеличивается в несколько раз. Снимаем кастрюлю с огня, перемешиваем, и когда реакция соды закончится, перекладываем массу в чашу, в которой будем готовить тесто. Перемешивая, остужаем тесто примерно до температуры 50 градусов. Проверить можно рукой, масса должна быть теплой, не горячей, чтобы не свернулось яйцо. Добавляем одно яйцо и перемешиваем до однородного состояния. Добавляем второе яйцо, также перемешиваем до однородного состояния. Добавляем часть сухой смеси из муки и какао. Перемешиваем венчиком до однородного состояния. Я добавляю сухую смесь в тесто в 3 этапа. Еще часть сухой смеси. Перемешиваем до однородного состояния. Тесто становится плотным, перемешивать венчиком уже сложно. Дальше я буду замешивать тесто силиконовой лопаткой. Высыпаем оставшуюся сухую смесь, перемешиваем силиконовой лопаткой до однородного состояния. Вымешивать тесто рукой не пытайтесь, тесто будет очень липнуть к рукам. Тесто получается мягкое, эластичное, липкое. Оно такое и должно быть. Забивать тесто мукой не надо. Посыпаем рабочую поверхность мукой. Перекладываем тесто на рабочую поверхность. Присыпаем тесто и руки немного мукой. Сформируем из теста длинную колбаску. У меня получилась колбаска длиной 52 сантиметра. Визуально я разделила ее на 12 кусочков. Я отрезаю 3 кусочка. Каждый кусочек руками разминаем в прямоугольник размером примерно 12 на 8 см, толщиной примерно 3-4 мм. Выпекаем коржи на сухой, заранее хорошо разогретой сковороде на маленьком огне. С одной стороны выпекаем примерно 3-4 минуты. Когда тесто начинает подниматься, появляются бугорки. Коржи аккуратно переворачиваем. Выпекаем еще примерно 1-2 минуты и снимаем на решетку, оставляем остывать. Сковороду вытираем сухой чистой салфеткой.
Так выпекаем все наши коржи. Время выпечки может зависеть от вашей сковороды и от вашей плиты. Коржи должны пропечься, но не должны быть сухими и не должны гореть. Как только коржи поднимаются и появляются бугорки, переворачиваем их. Пропекаем с обратной стороны и снимаем на решетку. Оставшуюся муку стряхиваем кисточкой, даем коржам полностью остыть. Остывшие коржи обрезаем по краям. У меня получилось 12 брусочков размером 6 на 10 см, толщиной примерно 12 мм. Каждый брусочек вдоль разрезаем пополам. В итоге у нас получается 24 кусочка. Обрезки мы потом измельчим в крошку и украсим ею торт. Приготовим крем. 200 граммов черного шоколада с содержанием какао 50% надо растопить. Сделать это можно, разогрев шоколад в микроволновой печи или на водяной бане. Растопленный шоколад отставляем в сторону. Когда мы его будем добавлять в крем, он должен быть комнатной температуры. К 600 граммам сметаны. У меня сметана жирностью 20%. Можно брать и более жирную сметану. Сметану я не отвешиваю. Добавляем 120 граммов или 6 столовых ложек без верха сахарной пудры. Перемешиваем, чтобы сахарная пудра полностью растворилась. Сахарную пудру можно заменить мелкокристаллическим сахаром, но сахар будет дольше растворяться в сметане. Добавляем 20 граммов или 2 столовые ложки без верха просеянного какао. Перемешиваем до однородного состояния. Сметану в данном рецепте можно заменить густым, жирным, натуральным йогуртом без добавок. Далее в 3 этапа вводим в сметану растопленный шоколад. Добавляем примерно треть растопленного шоколада и хорошо все перемешиваем венчиком до однородного состояния. Еще часть шоколада и хорошо перемешиваем до однородного состояния. Добавляем оставшийся шоколад и перемешиваем до однородного состояния. Крем готов. Сразу откладываем 3 столовые ложки крема для выравнивания боков и верха торта. Если вы взвешиваете на весах, то это 115 граммов. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник. Выкладываем первый ряд коржей на тарелку. Устанавливаем разъемную форму и ацетатную пленку. Коржи покрываем кремом. И так, чередуя коржи и крем, формируем торт. Вы можете формировать любой торт, прямоугольный, квадратный, треугольный, круглый, по вашему желанию. Высоту также можно делать разную, по вашему желанию. Торт хорошо держит форму, поэтому если вы любите высокие торты, то можно смело готовить высокий торт.
Я в этот раз сделал 4 слоя из коржей и 4 слоя крема. Пропитывать коржи в этом рецепте не надо. У меня получился торт размером 23 на 16 см, высотой 5 см и весом килограмм 400 граммов. Последним слоем выкладываем крем. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник пропитаться и стабилизироваться на 5-6 часов. Я обычно убираю на ночь. Готовый торт достаем из холодильника, освобождаем от формы и пленки. Бока торта обмазываем ранее отложенным кремом. Также отложенным кремом выравниваем верх торта. Обрезки измельчаем в крошку, я измельчила их в блендере. Обсыпаем крошкой бока и верх торта. Украшать торт можно по своему желанию. Торт готов. У торта очень вкусные шоколадные коржи и крем. Получается мягкий и очень гармоничный торт. Советую вам его приготовить. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.